Google ворует трафик у контент-креаторов с новыми модулями, такими как AI Overview. Ну, это происходило и до этого, когда появились новые блоки в Google. Сегодня Google это не просто 10 голубых ссылок, это множество других блоков. И эти блоки воруют как раз трафик у тех, кто и создавал контент, просто переписав его в другом формате. Например, некоторые компании даже судятся с Google. Вот, например, вот посмотрите на моем экране. Компания Chegg подала в суд на Google, потому что AI ворует трафик. Это влияет на их продажи. И я не знаю, чем это закончится. Но если Чек выиграет у Google, то я вам скажу, очень много юристов будет заняты. Возможно, там около 2000 человек подадут в Google после этого. И это будет очень серьезный прецедент. Ну, у тебя есть два выхода. Первый выход, ты можешь судиться с Google, обвинять технологии в том, что они останавливают твое развитие, как это делает Чек. И второй выбор — адаптироваться и использовать те каналы, которые сегодня работают. И множество каналов сегодня отлично работают, приносят классные результаты. Я не рекомендую судиться с Google, потому что у них очень серьезные зубастые юристы, и это много займет времени. Но все же я бы рекомендовал адаптироваться под новые каналы. И в этом видео как раз хочу показать те каналы, которые сегодня приносят отличные результаты. Почему не стоит сегодня оптимизировать контент под AI Overview? И я очень много вижу этих рекомендаций, что AI Overview появились, пора оптимизировать контент, чтобы там появляться. На самом-то деле, согласно исследованиям, эти AI Overview постоянно меняются. И в ближайшие 2-3 месяца полностью результаты в AI Overview поменяются на 70%. То есть, вот если представить, допустим, топ-10, 10 сайтов, которые показываются, 7 из них поменяются в течение 2-3 месяцев. Вот такая бы ситуация происходила бы в SEO. Мы такого не видим. Даже после каких-то серьезных апдейтов все равно основная масса страниц остается, какие-то сайты вылетают, но никогда в такой короткий промежуток времени ситуация не меняется. Основная причина потому, что AI развивается очень сильно. И сегодня искусственный интеллект — это довольно-таки серьезный инструмент, который развивается, скажем так, очень быстрыми шагами. Поэтому я не рекомендую даже пытаться изучать, как там создавать контент под этот элемент, и все же адаптировать то, что делают большие инфлюенсеры, которые действительно получают огромнейшие результаты, классные результаты. И я говорил со многими из них на моем подкасте, больше 700 человек, я общался с Нил Паттелом, я общался с Ранфишкиным, со многими говорил. К примеру, тот же Нил Паттел, он даже не пытается изучать SEO-алгоритмы. То есть меняется SEO, выходит новый алгоритм, он их не изучает. Почему? А зачем? Все алгоритмы новые, они созданы только для чего? Показать лучший контент, который есть. Показать то, что больше удовлетворит юзера. Поэтому Нил Паттел, он просто не тратит время на изучение алгоритмов в SEO, которые выходят намного реже, чем какой-то AI Overview, который просто меняется там колоссально и очень быстро. Если ты хочешь сегодня выиграть в Google или получать классные результаты, тебе надо как раз именно думать про создание контента, которого просто у других нету. Создавать намного лучше контент. И, как правило, мы смотрим на те темы, которые имеют трафик, но не имеют классного контента в топе. Мы, как правило, первоочередно создаем по этому контенту. Если мы видим какой-то нерелевантный контент в топе, мы создаем как раз по этому контенту. Поэтому у нас все контент-планы, они направлены на то, чего нету. Второй момент — не пытаться получать только трафик с Гугла. К примеру, мы очень много трафика, и мы как раз получаем с Ютуба, с видеомаркетинга, мы получаем огромные результаты. Мы даже для новых проектов полностью с нуля за 2-3 месяца получаем миллионы просмотров в социалках, ТикТок, Ютуб, Инстаграм, миллионы просмотров и классные продажи. В SEO это практически нереально. Если вот твоя сторона именно райтинг, и ты все-таки хочешь именно с блок контента получать, к примеру, я публикую свой контент в LinkedIn, у меня там 40 тысяч подписчиков на мой ньюслеттер, и
каждая статья набирает, ну, там, в районе 5000 просмотров. То есть, чтобы получить даже этот трафик с Google, это надо так попотеть, чтобы написать, проранжировать, получить результаты. Но когда у тебя своя лояльная аудитория, то есть я бы рекомендовал все-таки не создавать контент под один источник и надеяться на Google, а оптимизировать под разные источники. К примеру, вот Medium можно развивать, можно LinkedIn Pulse развивать, именно набирать реальную аудиторию подписчиков. Можно разделять контент на разные форматы. Допустим, одна статья, разделить ее там на 7 частей образно, да, и маленькими частями опубликовать в социалках. То есть вариантов очень много сегодня получать трафик, если не замысливаться только про Google. Вот. И самый важный момент, который действительно сегодня классно работает, это все-таки создавать инструменты на искусственном интеллекте, потому что если ты пишешь статьи, и Google вот таким образом просто нагло ворует, просто переписывает эти статьи, показывает под другим соусом. Если сейчас AI Search, там тот же ChatGPT и многие другие, они воруют, переписывают просто контент, выдают пользователям, то я вам скажу, что у райтинга нет такого будущего, если у вас аудитория не SEO. То есть это, если вы любите писать, если вы любите эту профессию, вы классно пишете, да, продолжайте это делать, все будет круто, будет хорошо, потому что людям важно этот human content, но продвижение пытаться ориентироваться не только под Google, а под множество других источников. Но если именно райтинг это ваша не самая сильная сторона, то есть если вы не чувствуете себя классным писателем, если вы не пишете каждый день по 1000 слов, лучше всего ориентироваться на другие каналы. И я бы все-таки рекомендовал именно создание тулов, потому что тулов трафик тяжело украсть. Когда вы создаете какой-то инструмент, калькулятор, вы создаете в удобном интерфейсе для вашего пользователя. К примеру, если вот вы зайдете на наш сайт Unmiss, вы увидите, вот, допустим, наш список инструментов, вот прям вверху нажимаете вот Tools, и тут просто огромное количество инструментов. Мы вот предлагаем эту услугу, мы создаем клиентам под ключ полностью инструменты. Мало того, что создаем, мы их оптимизируем, мы их еще и продвигаем. И многие получают просто результаты, и мы получали огромнейшие результаты в трейдинг-нишах, других нишах, когда практически с нуля создается инструмент и приходит огромный трафик. Это практически с блог-статьями невозможно быстро, это возможно, но быстро невозможно. И мы делаем это то же самое для себя, то есть у нас есть свои вот тулы, допустим, веб-сайт аудит. Смотрите, я просто закинул какой-то рандомный сайт, вот она его проанализировала, выдала информацию, и для меня важнее оптимизироваться под какие-то одни метрики, чем пытаться полностью оптимизироваться под весь сайт. Ну вот, смотрите, тут мы смотрим именно title, description, headline, content, keyword, speed. То есть мы не пытаемся там показать 1000 метриков, которые больше confused, чем дают результаты. И мы получаем таким образом хорошие результаты. И у тулов есть большой плюс, что люди на них заходят каждый день, пользуются повторно. И то же самое будет происходить, если вы создадите свои тулы. Вы ChatGPT и Google не украдут этот трафик, потому что вы создадите в удобном интерфейсе, вы можете использовать AI и получать классные результаты, поэтому рекомендую каждому сегодня. Это видеомаркетинг, то, что отлично работает, это создание тулов на искусственном интеллекте. Ну, если тебе надо помощь в этом, пожалуйста, обращайся в нашу компанию, я оставлю ссылки внизу, оставляй свой реквест, давай сделаем митинг, обговорим твой проект, посмотрим, как мы можем получить классные результаты и идти дальше. Если тебе понравилось это видео, ставь лайк, комментарий. Обязательно спрашивай меня все вопросы в комментариях. Я читаю каждый комментарий, отвечаю на них. Для меня важно и интересно, что сегодня для тебя важно, чтобы снимать контент, который тебе будет помогать. Ну, увидимся в следующий раз.